Здравствуйте! Сегодня разберем вот такой электролитический конденсатор К53Б. Он 20 микрофарад и до 450 вольт. Это еще... Он имеет форму бочонка, катод, а вот это вот анод, корпус, изолятор между катодом и анодом. Вот она, резиночка. Внутри идет электролит у него. Фольга тонкая. Давайте разберем, как он устроен внутри. И он только для постоянного напряжения. Там внутри намотана тонкая алюминиевая фольга, на которую нанесен оксидный слой пленки. Оксидная пленка действует как диэлектрик. Она изолирует электрический ток, но позволяет конденсатору накапливать заряд. Катодная фольга тоже алюминиевая фольга, но не оксидированная. Через нее идет возвратный ток, подключается к минусу цепи. Электролит, это вот, то есть внутри еще находится. Жидкость это или паста там, которая контактирует с анодной фольгой. Она обеспечивает электролитическую связь между анодом и катодом через диэлектрик. Вот этот электролит, и вот он и дает большую емкость в маленьком объеме. Значит, внутри фольги электролита конденсатор скатан в рулон. И вот давайте мы сейчас его, конденсатор этот, посмотрим, как вот он работает. Померим емкость, посмотрим, где тут катод, а где анод, кто его знает. Вот давайте разберем. Вот сейчас мы включим его на микрофарад, и тут заявлено 20 микрофарад. Смотрим показания мультиметра. 18,5, ну 18,46, 18,5 микрофарад. Ну, погрешность, конечно, есть. Но, если поменяем щупы местами, он же полярный. То есть, так поменяем. Это микрофарады сейчас мерим мы. А минуса, плюса нету. То есть, мы полярность не узнали, где катод, где анод. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно поставить сопротивление. Видите, сопротивление растет. 77, 78, 80, 82, 83. Это вот очень хорошо, когда сопротивление растет. Вот смотрите показания мультиметра. То есть сопротивление растет, значит вот это вот. Получается у нас катод, вот это вот, вывод. Черный катод, это значит получается у нас это минус. Вот он, катод минус, а вот это получается плюс. Это получается анод. Вот мы и узнали. Катод минус, анод плюс. Вот теперь для постоянного напряжения мы узнали, где у нас плюс, а где минус, где катод и где анод. То есть вот это в цепях он ставится всяких выпрямителей. Ну, как я уже сказал, на постоянный ток. То есть также может на гравер ставиться куда-нибудь. То, допустим, после диода ставят. А вот что же будет, если вот он только для постоянного тока? Что же будет, если включить его в переменный ток? Бывает включают. Но для запуска электродвигателей бывает включают кратковременно. Но это все равно опасно. И вот это его я не рекомендую делать. Там же находится электролит. Электролит любит постоянное напряжение. Переменная, там плюс-минус меняется. И электролит может закипеть, конденсатор вспухнуть и просто взорваться. Просто это категорически запрещено включать его в переменное напряжение. Вот мы сегодня разобрали в этом видео вот такой вот конденсатор электролитический. Если вы хотите неполярный конденсатор и обычный, который можно даже плюс-минус в любом положении включать, то вот такой вот. Это вообще полипропиленовый. Есть еще бумажно-масляный, то есть внутри между диэлектрик масло, пропитанная бумага, пропитанная маслом. Это полипропилен диэлектрик. Вот эти вот намного будут лучше на 200, на переменное напряжение вот такое ставится. То есть вот. Спасибо за внимание всем. Подписывайтесь на канал. До свидания.